Сочная нежная утка в луковом соусе. Привет, друзья! Из поездки на малую родину я привез не только арбузный мед, рецепт которого можно посмотреть по подсказке вверху, но и тушку молодой домашней утки, из которой сегодня и буду готовить это ароматное блюдо. Сначала мясо надо промыть под проточной водой и разрезать на небольшие кусочки. При этом кусочки, на которых нет мяса, лучше срезать или отрубить кухонным топориком. Я укладываю кусочки мяса сразу в сковороду, в которой буду их сначала хорошенько обжаривать и вытапливать лишний жир, которого у хорошо откормленной утки бывает в изрядном избытке. Сковорода у меня совершенно сухая, жира из утки в процессе вытапливания мама не горюй. Кусочки мяса сначала лучше уложить шкуркой вниз, так как именно под шкуркой накапливается лишний жир. И не только у утки. Обжаривать мясо надо на среднем огне. По ходу обжаривания кусочки мяса в сковороде надо переворачивать несколько раз, чтобы они зарумянились равномерно. Затем я беру свой замечательный глиняный горшочек, в котором уже готовил чанахи, ссылка на рецепт вверху в подсказке. Перекладываю поджаренную уточку в горшочек, в котором она дальше будет очень долго тушиться в духовке. Несмотря что в сковороде мясо жарилось чуть больше получаса, в нем все же осталось достаточно жира, поэтому вытопившийся жир мне не понадобился. К тому же он уже стал канцерогенным, то есть не полезным, мягко говоря. Добавляю к мясу где-то 2 стакана горячего кипятка. Подсаливаю мясо, накрываю глиняной крышкой и ставлю горшочек в заранее разогретую до 180 градусов духовку, первоначально на 2,5 часа. Естественно, за такой длительный период тушения мясо, жидкость из горшочка будет выпариваться, поэтому раза 2 я подливал по 1 стакану кипятка. Рецепт этого блюда чем-то схож с рецептом приготовления бугламы, то есть оно готовится большей частью на пару и в собственном соку. Кстати, рецепт бугламы есть на моем канале, его можно посмотреть, перейдя по ссылке в подсказке вверху справа. Итак, 2,5 часа истекли, достаю горшочек из духовки и добавляю в него заранее мелко нарезанный лук. А как легко нарезать лук мелким кубиком, можно посмотреть в моем ролике, опять же перейдя по ссылке в подсказке. А заодно и подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Лука для этого блюда мне понадобилось 6 небольших головок. Его должно быть здесь много, потому что именно лук своим соком сделает мясо утки мягким и нежным, а самому блюду добавит аромата. После добавления лука все содержимое горшочка надо хорошенько перемешать. Воды добавлять уже не нужно, потому что, как я уже говорил, лук добавит еще своего сока к оставшейся жидкости. А вот свежемолотую смесь 5 перцев по своему вкусу добавить нужно. Перец тоже дает свой аромат. Накрываю горшок и ставлю снова в духовку где-то на 20 минут. Лук должен превратиться в кашеобразное состояние и загустить соус. Самое время начинать готовить гарнир. Сегодня мой выбор пал на полюбившиеся макароны пастерони с вот такой картинкой на коробочке. Эти макароны приготовлены из твердых сортов пшеницы, а по форме похожи на шнек зерноуборочного комбайна, если кто видел. У меня макарон 250 грамм, поэтому, согласно инструкции, наливаю в кастрюлю 2,5 литра воды и подсаливаю ее. Когда вода закипела, высыпаю в нее макароны с очень красивой формой. Чтобы они не прилипли к дну, надо их периодически помешивать. А пока готовится гарнир, есть время попробовать основное блюдо на соль и перец. В моем случае соли оказалось мало, поэтому по своему вкусу я добавляю еще половину столовой ложки. А в общей сложности соли на это количество мяса и лука понадобилось 1 столовая ложка. В любом случае надо пробовать в ходе приготовления. Ставлю горшок снова в духовку буквально на несколько минут. Гарнир тоже готов.
Я его не пробую, потому что воду я подсолил. Теперь ее надо слить. И тут моим зрителям, у которых современная металлопластиковая система отвода воды в доме, даю полезный совет. Сливая горячую воду из кастрюли в раковину, подставьте под дуршлаг какую-нибудь соответствующую тару и в стороне от дуршлага откройте кран холодной воды. Таким образом вы разбавите кипяток до неопасной для канализационных труб температуры. Встряхиваю макароны и выкладываю их обратно в кастрюлю, в которой они варились. Поливаю небольшим количеством оливкового масла. Можно любым растительным или даже сливочным маслом, для того, чтобы они не слипались. Тем временем ароматное утиное мясо в луковом соусе готово. Куски мяса благодаря предварительной обжарке не такие жирные, зато с красивой корочкой. Как видите, приготовление этого блюда особого труда не представляет, хотя и занимает много времени. У меня ушло чуть больше 3 часов. Это семейное блюдо выходного дня. Кстати, благодаря тому, что из мяса вытоплена большая часть жира, блюдо можно есть как горячим, так и остывшим. Так как у меня в качестве гарнира макароны, то в этом случае можно обойтись и без хлеба. Готовьте вместе со мной, а для этого подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь ссылкой со своими друзьями в социальных сетях и мессенджерах. До новых встреч!